Привет! Сегодня очередная новинка от компании Blackview Tab 16. Планшет, у которого очень много памяти, отличный аккумулятор и конкурент недавно вышедшего на обзоре у нас планшета от бренда Doogee T20. Действительно конкурент. И сегодня мы рассмотрим все его технические характеристики, проверим его возможности и посмотрим комплектацию. Начну с того, что у данного планшета есть режим ПК, и сейчас он здесь отлично работает. Многооконный режим. Вот у меня запущена одна программка. Вот здесь можно переключиться на другую программу. В данном случае это игра. И здесь еще YouTube. И все их можно сразу же запустить и использовать. Как всегда, в неизменной упаковке мощной, огромной, твердой, жесткой приходит не только планшет, но и еще стекло. На самом экране наклеена пленка, чехол, который по цвету соответствует тому же цвету, что и планшет. Он такой слегка голубоватый, зеленоватый, какие-то такие оттенки приятные, скажем так, не бросающиеся в глаза. Мягкие цвета. Чехол у нас выполнен, нижняя часть, в которую влаживается сам планшет, это вот в таком вот силиконовом виде. Матовый цвет, плотный, жесткий, со всеми отверстиями. Камера защищена, и здесь имеются кнопки, которые нужно, так сказать, продавить. Есть отверстие для зарядки. Кстати, у этого планшета нет разъема для наушников, но сейчас мы рассмотрим, нужен будет переходник. У чехла верх хороший, а вот внутренняя часть будет очень маркая, из какого-то такого материала, как будто волокно, а значит будет собирать отпечатки пальцев. У меня также в наличии был и планшет серого цвета. Благодаря этому смог показать вам, какого цвета будет чехол. Обратите внимание, что внутренняя часть силиконовая, она более темная. И не только силикон, но и поверхность самого чехла более темные цвета. Такой вариант мне кажется даже лучше. Сейчас вы видите, какие доступны цвета у данных планшетов, а также какой цвет чехла у планшетов в комплекте. Также в комплекте мы получаем скоростной комплект зарядки, максимальный ток заряда 12 вольт 1,5 ампера, еврозарядка с USB выходом. Сейчас мы проверим протоколы зарядки и кабель для зарядки USB на USB Type-C. Подключив USB тестер, сможем проверить возможности данного блока питания. Запускаем на проверку протоколов, подтверждаем, и все, что будет гореть зеленым на экране, это то, что поддерживает данный протокол и соответствует данным характеристикам. Тест подошел к концу. Довольно универсальный блок питания. Как вы видите, горит и подсвечивается зеленым очень много. И это говорит о том, что он соответствует заявленным характеристикам. Может заряжать технику Apple, то 2,4 ампера, Samsung, Quick Charge 3.0, 12 вольт и другая характеристика. Ну и, конечно, еще бонусом идет недорогой, бюджетный, но уже в комплекте стилус. Стилус с юбкой. У него нет никакого со второй стороны ручки, как это было у Doogee T20. Здесь магнитный держатель колпачка. И если использовать его в паре с планшетом, то он очень чувствительный, очень удобно работать, выделять и текст, и что-то отправлять или же печатать. К планшету он нигде не липнет. Не предусмотрено, но бонус приятный. Еще в комплекте идет инструкция и скрепка для извлечения лотка с сим-картами или же с картой памяти. В этот планшет можно смело установить 2 сим-карты и использовать 4G интернет. Комплектация самая что ни на есть радостная. Единственное, что вот вообще бы была последней каплей радости, это наушники, но здесь мы понимаем, у нас планшет. Касательно наушников, нужно будет использовать переходник USB Type-C, так как у нас в верхней части на торце находится кнопка включения. Она подсвечивается внутри просто краской, так отражается свет, нету никакого индикатора там. И рядом располагается кнопка громкости. Разъем USB Type-C поддерживает технологию OTG. Это значит, можно подключать мышки, клавиатуры, флешки или даже жесткий диск. На торце рядом с камерой располагается лоток с сим-картами. Этот лоток простой. Верхняя часть у него из металла, а основная часть полностью выполнена из пластика. Никаких прокладок защитных от пыли или влаги нет. Можно установить либо 2 нано-сим-карты, либо карта памяти и 1 сим-карта. С планшета можно совершать звонки, но только с помощью громкой связи или же подключив гарнитуру. Больше никаких разъемов нет, но здесь есть теперь 4 динамика. Для каждого из них, как на верхнем торце, так и на нижнем, располагаются вот такие вот
отверстия. Динамики здесь достойного качества звучания и по громкости, и по передаче низких, средних и высоких частот. Вот когда слушаешь вблизи, вот держишь его в руках и включаешь какой-то трек с хорошими басами, реально будто бы здесь есть какой-то сабвуфер. Отличные звуки, мы будем дальше тестировать. Кстати, есть тайм-коды, всегда можете посмотреть и быстро найти нужную информацию о модели, которая на обзоре. Полностью корпус выполнен из металла, лишь вот эта вставка отличается по цвету, она выполнена из пластика. За ней прячутся все антенны для того, чтобы передавать связь по Bluetooth, по Wi-Fi, для спутников и GSM. Вот здесь располагается передний модуль камеры, а вот здесь спереди, прям вот на бортике, располагается микрофон. Вот так вам его лучше видно, виднеется маленькое отверстие, там располагается микрофон. Данный планшет отлично справляется с разблокировкой по лицу. Нажимаю, увидел, разблокировался. Опять нажимаю, увидел, разблокировался. Конечно же, есть датчик холла, чехол из комплекта, когда вы открыли, планшет включается, когда закрыли, он выключается. Экран отлично реагирует на касание, даже несмотря на то, что я в перчатках. Диагональ экрана составляет 10,3 дюйма, разрешение 2000 на 1200. И заметьте, рамки здесь хороши, чтобы его с легкостью держать, не нажимая на сенсор. Датчик ориентации тоже отлично срабатывает, реагирует быстро, изменяется под нужное расположение. Как в слегка наклонутом состоянии, так и вот в таком вот, то есть нет никаких претензий. Эти есть претензии у планшета Doogee T20. Там как раз есть некоторые сложности, так как одного датчика там не хватает. И есть некоторые трудности. Матрица здесь без воздушной прослойки, толстое стекло. Если надавливать, прям вот сильно давлю, то нет разводов. Это свидетельствует о толщине верхнего стекла. В горизонтальном состоянии, в каком бы месте я не сделал свайп, в том месте и появляется шторка. В центре она будет в центре, сбоку она будет сбоку, справа она будет справа. Это удобно, так как не нужно будет потом тянуться. Вот так выглядит меню шторки, управление яркостью. Яркость здесь самая, что ни на есть, минимальная. Камера подстроилась, но есть еще уменьшение яркости дополнительно. Нажимаем на эту кнопку. Вживую, конечно, все выглядит гораздо естественнее, так как камера пытается приспособиться, вытягивает, так сказать, этот свет, но в реальности минимальная яркость хороша и максимальная тоже достаточная, то есть всего хватает. Есть также автояркость, вот сразу подстройка идет, отключу ее пока. Есть также режим защиты глаз, эффект с желтизной, обратные цвета, есть темная тема и режим чтения, сразу становится газетный такой вариант, как будто электронные чернила. Вот так выглядит меню, сбоку здесь основное управление, а здесь уже под меню раскрывается. Зайдя в раздел о планшете, здесь вся необходимая информация. Версия DuckOS 3.0, не 3.1, хотя уже есть версия 3.1, именно оболочки. Android 12, но думаю, что выпустят обновление. Произведя проверку обновлений, мне написала: вы пользуетесь последней версией. Вот информация, какая сейчас установлена прошивка. На 22 мая установлена последняя прошивка, и если вдруг вам эта информация нужна, она перед вами. Также в этом разделе о планшете можно и добавить оперативной памяти. У нас ведь ее и так тут 256 встроенных, а за счет встроенной можно ее и увеличить. Нажимаем, и здесь вот можно включить, расширить, либо отключить. Если вам ее хватает, то не используйте, пусть лучше родная будет оперативная память и не будет изнашиваться встроенная, чтобы увеличить оперативку. В настройках, вот в этом разделе дополнительных функций, есть функция включения при поднятии. Она активна. Я сейчас возвращаю на стол, теперь беру, он включается, увидел мое лицо и разблокировался. В разделе «Жесты» есть возможность настроить либо экранные кнопки, либо переключиться на управление жестами, включить умное окно, а также есть функция настройка в жестах, снимок экрана 3 пальцами и провести 3 пальцами вверх для включения камеры. В настройках звука есть настройка для каждой сим-карты, но каких-то других настроек и дополнительных функций типа Dolby Digital и Dolby Atmos здесь никаких нет. Звук изначально сразу настроен из коробки на самое что ни на есть мощь и классный звук. В размер шрифта мы можем установить самый максимальный, это вот в таком вот варианте. Есть также цветовой режим и температура, можно настроить по насыщенней, по контрастней или стандартной, а также по отображению стандартного, теплого или холодного цвета. Из предустановленных программ это все сервисы Google и дополнительные программы Google. Есть блокнот от Blackview, также несколько помощников, морозилка, игровой режим, погода, несколько игр, которые нужно
в принципе, удалить. Есть YouTube детям, FM-радио, которое не работает без наушников, потому что, когда включаешь, выскакивает предупреждение. И вот как раз хорошая возможность, подойдя к диктофону, протестировать микрофон, который, напомню, располагается вот здесь. Проверяю настройки. По качеству микрофона можно выбрать два режима. Выбираю самое максимальное и запускаю тест. Сейчас вы слышите звук, который записывается на планшет Blackview Tab 16. Микрофон находится вот здесь. Это вы только что услышали. Я спокойно разговариваю, тихонечко, на расстоянии вытянутой руки. Но если поднести к рту его ближе, вот как будто бы, знаете, я держу поближе с помощью громкой связи разговаривая, то вот такой вот звук, качество голоса вы слышите. Это были тесты на планшет Tab 16. Теперь устанавливаю максимальную громкость. Отключаю петличный микрофон. Включен направленный микрофон у камеры. Вы слышите, изменился мой голос, это нормально. Но будет записываться стерео микрофоном в камере звук из 4 динамиков вот прямо вот здесь. Начнем вот с этого трека. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Музыка используется разных стилей. Очень классный звук. И очень громкий. При этом не в ущерб. Вот, пожалуйста, сабвуфер. Давайте я одену петличку сейчас. Так, петличка уже работает, тот же трек. Отключаю петличку. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. Такие тесты нужно слушать в наушниках. Если вы слушали без наушников, промотайте на начало теста звука и послушайте его еще раз. Думаю, этих тестов достаточно, чтобы сделать окончательный вывод. Звук отличный. Во время просмотра видео, даже видеоролики, которые подписаны 4К, и в действительности там есть такое разрешение, выше чем 1080-60 кадров не отображается. Переключаемся в этот режим, делаем разворот на весь экран и видим, что картинка плавная, нет никаких подвисаний. Ну, вот так вот будет лучше видно. И качество картинки хорошее. Отлично. В программе AnTuTu Benchmark данный планшет набрал 271 532. Развернутые показатели также перед вами. Также был проведен тест памяти. Вот такие показатели выдала данная программа. И даже в перчатках срабатывает тест мультитач на 10 касаний. В данном планшете установлен 12-й Android. Работает все под управлением процессора Unisoc T616, 6 ядер с максимальной частотой 1820 МГц и 2 ядра с максимальной частотой 1950 МГц. На максимальной графике игры страдают, буду откровенен, но на средних настройках или же на минималках все работает отлично. Дальше мы проведем тест игры на максимальных настройках Asphalt 9. Встроенный аккумулятор 7680. И сейчас вы видите показатели, которые провел я, тестируя его от 0 до 100%, зарядив его. Поддерживается быстрая зарядка, заряжается около 4 часов и
долго работает. Сколько? Я провел тест в YouTube от 100 до 0, просмотр видео в YouTube на 80% и громкость, и яркость. И вот здесь вот есть этот тест, сколько продержался данный планшет. Но показатели меня лично очень порадовали. Встроенной памяти 8 гигабайт. Вот информация об оперативной памяти, что сейчас свободно 46. А встроенной памяти из 256 гигабайт 232, но уже занято 13 гигабайт. И свободно осталось 218, что отлично. Задний модуль камеры, он у нас здесь один на 13 мегапикселей. Также располагается яркая вспышка, и он же фонарик. Съемка 1080-30 кадров и стабилизации здесь никакой нет. А передний модуль камеры на 8 мегапикселей с максимальной съемкой разрешения 720. Здесь информация об экране, которая ранее упоминалась. Лишь добавлю, что плотность пикселей 280 dpi и экран на 60 Гц. Не на 90 и, конечно же, не на 120. Бюджетничек. Работает в сетях 2,4 и 5 ГГц. И поддерживает бенд-стандарты, самые распространенные, вывожу их на экране. Версия Bluetooth 5.0 и встроено 9 датчиков. Акселерометр, датчик освещенности, датчик ориентации, датчик приближения, датчик сильного движения, шагомер, детектор шага, стационарный датчик обнаружения и датчик обнаружения движения. Запустим GPS-тест. К сожалению, он здесь очень скромный. Буквально сегодня я тестировал еще смартфон от компании Blackview. Тут точно такие же показатели по приему. Очень слабые. Тогда как мой смартфон Poco X5 Pro сразу находит 40 спутников в этой же программе. Данный планшет, как и предыдущая моделька от Blackview, смартфон, правда, Oskal C70, ну, очень скромный. Вот сейчас нашел 5. Пока планшет ищет спутники, вот сейчас нашел уже 10, я открываю эту же программу GPS Info и посмотрите, мгновенно, просто мгновенно, 48, все, он на связи, 28 уже подключился, 30, здесь только 11 видит и 5 используется. Хотя поддерживают все типы спутников, как заявляет сам производитель. Давайте посмотрим, что он уже споймал. Это у нас GLONASS, Galileo, GPS и Beidou. То есть все типы спутников поддерживают, но очень как-то так тяжеловато к ним подключается. Компаса нет. Ну вот, должен был вам об этом рассказать, чтобы вы тоже знали. Запускаю игру Asphalt 9. Установлена максимальная графика. И сейчас вы посмотрите, как он отрабатывает свою графику. Добавляем громкость максимальную. Посмотрите, как реагирует на скорость. Моя карьера. Так, выбираем езду. Проедем вот этот трек. Есть. Все равно играть. Выбираем авто. Поехали. То есть не скажу, что прям он мгновенно прямо так нажал и реагирует. Но учитывая, что запущена игра, которая весит 2 гигабайта, это нормально для бюджетного планшета. И сейчас просто поначалу не буду ничего трогать. Звук максимальный. Здорово, что он и здесь, и здесь. То есть со всех сторон идет. Понаблюдайте за ездой, за графикой. Я пока не управляю. А сейчас буду. Как вам звук? Да, где-то фризит, но без подвисаний каких-то глобальных. Думаю, что можно считать, что тест пройден на игру. Давайте познакомимся с меню камеры. Данное меню выглядит следующим образом. Сверху есть необходимые функции по настройке, таймер, фильтр, Google объектив, включение вспышки и настройки, а также увеличение, двухкратное и одинарное. Внизу переключение по видео, фото. Здесь переключение на передний модуль камеры. Зайдя в настройки, мы можем увидеть, что есть размер фото, вот с такими параметрами, максимально 13 мегапикселей, водяной знак слога, путь сохранения, куда именно, на внутреннюю память или на карту памяти, если она стоит. В режиме видео настройки на задний модуль камеры вот такие. А перейдя в меню
передней камеры в разделе видео можно увидеть вот такие вот показатели по разрешению, а вот такие по фото. Все тестовые фото и видео вы сможете, как всегда, увидеть по окончанию обзора или ищите тайм-коды. Используя вот такую клавиатуру, которая работает по Bluetooth без всякого физического подключения, можно сделать сопряжение и в итоге полноценно использовать данный планшет как маленький нетбук. Подключаемся. Теперь, включив режим ПК, который при запуске нам выдает следующую информацию. Вход в режим ПК. Этот режим поддерживает открытие нескольких окон, имеет лучшую адаптацию клавиатуры и мыши. Все открытые программы будут выключены, когда ты войдешь. Не каждая программа поддерживается в режиме ПК. Нажимаем «Войти сейчас». А еще можно подключить вот такую вот мышку компактную, которая может работать как с помощью вот такого вот приемника, а также с помощью Bluetooth. Здесь об этом указано. Мышка недорогая. Запускаем Bluetooth. Сейчас подключение должно произойти. Выбираем подключить также по Bluetooth. И у нас и клавиатура, и мышка сейчас уже будут работать. Вот, пожалуйста, мышка работает. Теперь заходим в меню, откроем блокнот, развернем на весь экран, нажмем плюсик и создадим какую-то записку. Чтобы изменить язык, нажмите Shift и пробел. Проверим, какой язык сейчас у нас здесь установлен. Пока есть английский. Shift, пробел. Если Shift, пробел не помогло, то тогда нужно зайти в настройки данного устройства. Заходим в раздел «Система». Теперь язык и ввод. И выбираем «Физическая клавиатура». Кликаем на это слово, уже зайдя в раздел «Физической клавиатуры» по умолчанию. И выбираем раздел «Настроить раскладку». Здесь выбираем нужные нам языки. Английский, русский и украинский. И выходим. Теперь мы можем полноценно работать. Оказывается, в моем случае не работает Shift пробел, хотя на планшете была такая информация. В моем случае на клавиатуре, как на Windows. Windows пробел. Посмотрите, Windows пробел и язык здесь меняется. Давайте поставим русский и напечатаем. Привет. Все работает. Теперь представьте, вы его одели в чехол, который в комплекте, установили как вам удобно. Имеете вот такую клавиатуру, хоть рядом с ним, хоть на коленке, и печатаете себе спокойно нужный вам текст. Какие-то рефераты, может быть, кому-то сообщение отвечаете. Здесь смотрите в режиме ПК фильм, здесь кому-то отвечаете. Вот, пожалуйста, отличная замена ноутбуку. Класс, мне лично нравится. Ссылку на эту клавиатуру или похожую, а также на вот такую мышку, которая полноценно работает и одновременно, причем без всяких использований переходников по одному Bluetooth. Однозначно класс. Цена данного планшета в полном комплекте $180 без 1 цента. На момент обзора проходит красная распродажа на сайте AliExpress, и его можно купить за $150 со всеми купонами и промокодами. А комплект беспроводной клавиатуры рекомендую приобрести у другого продавца, так как цена будет гораздо ниже – $15 полный комплект. Если же покупать в магазине Blackview, то комплектация выходит значительно дороже, но получаем в принципе то же самое. Ссылку на планшет, а также на комплект клавиатуры плюс мышка я оставляю в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Давайте подведем итог. Мы имеем за доступную цену, которую вы видели, и ее актуальность можно узнать, перейдя по ссылке в описании. Имеем планшет, который способен работать как мини-компьютер, и у него достаточно приличный размер экрана, 10,3 дюйма, очень много памяти, плюс расширить можно за счет встроенной, а встроенную 256, которой тоже очень много, расширить с помощью карты памяти. Можно совершать звонки, хороший микрофон, отличные 4 квадродинамика, скоростная зарядка и богатая комплектация. Качественный корпус, проверенный бренд Blackview. Хотя для кого-то он по-прежнему кажется какой-то подвальной сборки. Но нет, развеиваю ваши мифы, бренд отличный. Сотрудничаю с компанией Blackview уже, по-моему, около 4 лет. Ручаюсь. Конечно же, бывают свои трудности у любой компании, но в данном случае вы все сами видели. Будут вопросы, задавайте в комментариях, ставьте лайк за труды. И если что-то не упомянул или где-то ошибся, вы уж извините, бывают оговорки. И теперь фото и видео. А я с вами прощаюсь. Пока. Первое тестовое видео сразу после того, как распаковал, ввел почтовый и снимаю аквариум.
Как я понимаю, стабилизации нет пока. Ну, то есть это первичные такие, без всяких настроек предварительных. Снимаем наш аквариум. Аквариум мы несколько дней. Тапнул по экрану, происходит настройка и фокусировка. Неплохо, неплохо настраивается. Цвета, конечно, далеки от реальности. С камерой здесь все, ну, на первый взгляд, все не очень так, как хотелось бы. Тапаю по экрану, пытаюсь настроиться то на одну рыбку, то на другую. Все в полноценном обзоре расскажу. Тестовое видео сейчас снимается прямо здесь, на рабочем столе. Макро поднесем. Съемка. Вот такой вот звук на вокзале. Шановні пасажири, поїзд номер 772. Видеосъемка происходит в записи 720, 30 кадров. Передний модуль камеры на вытянутую руку. Естественно, никакой стабилизации. Главная задача это не только снять, как происходит съемка в повседневной жизни, да, вот как я сейчас снимаюсь, селфи-съемка, ну и работа с видеосвязью. Надеюсь, ветер встречный не задувает и вам видно. Теперь задний модуль. Задний модуль. Пройдусь. Вокзал. Время. Видно, но из-за того, что часы уже почти разрядились, перешел в автономный режим. Mi-годинник. И там стоит мой верный конь. Ну, приближает, сильно приближает. 1080 съемка. Тесты на задний модуль камеры у планшета Blackview Tab 16. Звук вы слышите, я спокойно разговариваю, уже поздно. Время сейчас покажу вам. 22:33. Автофокус подстроился. Ну, вот такая вот картинка. Теперь покажу передний модуль. Это передний модуль в действии. Свет попадает от уличного желтого прожектора. На улице тихо. И лишь вдали где-то слышен звук транспорта. На вытянутую руку нету какого-то приближения, как обычно это может быть. Стабилизации тоже нет, звук вы слышите. Ну и пару фото. Теперь фотографии.